Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на очень интересную тему. Я отвечу на ваш очень волнующий вас вопрос. Вот тот вопрос, который вас больше всего сейчас волнует, я на него буду отвечать, а перед этим мы из классической колоды Таро вытащим этот вопрос, то есть какой это будет вопрос, да, у нас будет 4 вопроса разобрано сегодня, именно будем пытаться понять, да, что вас волнует, то есть прям вытаскивать вопросы. Карта Таро это будет и именно тот вопрос, да. И также, когда мы уже вытащим эти вопросы, я на вот этой замечательной новой совершенно колоде буду отвечать на эти вопросы. Эта колода называется «Дикая неизвестная алхимия», да? То есть «Дикая неизвестная алхимия». И замечательная колода, шестигранник такой, она мне очень понравилась. Она такая невероятно, знаете, красивая прям. Поэтому мы с вами вот будем именно на этой колоде сегодня отвечать на вопросы. Она дает совершенно неожиданные какие-то вот прям мистические ответы иногда. Итак, давайте сначала вытаскивать наши 4 вопроса на колоде Таро Райдера-Уэйта. Какие вопросы вас больше всего волнуют? Ту позицию вы выберете, какой вопрос вас волнует больше всего. То есть это все очень просто и легко. Тот вопрос, который главный для вас сегодня, вы его и смотрите. Вот. Если вас волнует 2 или 3 или 4 из этих вопросов, вы тоже можете, конечно, их смотреть. Сами понимаете. Итак, как всегда, сюрприз для тех, кто смотрит это видео с самого начала. Мы сдвигаем 3 раза. Как будто бы вы сидите прямо напротив меня. И смотрите, будто бы мне в глаза, да, представьте это. И мы на дне колоды сейчас читаем послание высших сил. Для вас это повешенный. Повешенный говорит о том, что в скором времени вам придется пожертвовать чем-то ради достижения очень важной для вас цели. Вот как будто бы что-то, чего вы очень хотите, даром вам не дается. А нужно для этого что-то отдать, и тогда вы получите свою заветную мечту. Вот так высшие силы сегодня ответили. Итак, давайте наши 4 вопроса вытаскивать. Наши 4 вопроса. Первый вопрос. 4 пентаклей. Улучшится ли мое финансовое положение в скором времени? То есть это сразу же у нас первый вопрос. Улучшится ли ваше финансовое положение в скором времени? Вопрос номер 2. 9 жезлов. Насколько сейчас сильны ваши враги и как дать им отпор? Насколько сейчас сильны ваши враги и как дать им отпор? Первый вопрос я озвучила, второй озвучила. Третий вопрос. Признается ли мне в любви человек, который испытывает ко мне чувства в скором времени, и как будут развиваться наши отношения? То есть это будет у нас третий вопрос, любовный. И четвертый вопрос. Четвертый вопрос. 5 кубков. Когда закончатся в моей жизни беды и разочарования? То есть вот такие у нас 4 вопроса сегодня мы разбираем. И вы выбираете тот вопрос из них, который сейчас у вас на повестке дня. И я очень надеюсь, что все уже выбрали. А те, кто еще не выбрал, обязательно ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите уже на свой тайм-код. Я пока последние 3 вопроса убираю в сторону. И оставляю наш первый вопрос. Улучшится ли ваше финансовое положение? Это первый вопрос, который мы здесь с вами вытянули, да? Итак, беру нашу колоду. Дикая неизвестная алхимия. Видите, какая рубашечка у нее интересная, красивая. Вот сейчас мы с вами на этой колоде погадаем. Улучшится ли ваше финансовое положение? Давайте перемешивать карты.
Она, знаете, это колода шестигранник, ее сложнее на самом деле перемешивать. Вот как цыгане перемешивают колоду, да? Они вообще вот так берут, перемешивают. Я не знаю, как они на столе перемешивают вот так. Ну, в общем, как-то надо ее тасовать, да? Итак, давайте достанем оттуда карту первую. И в чем проблема? То есть в чем суть проблемы с вашими финансами? Давайте посмотрим. Сначала карту, в чем суть проблемы с вашими финансами. Тут у нас роза такая, да? Роза, вот смотрите. Прям такие красная и белая роза. Это очень интересно. Дальше, значит, давайте следующий вопрос. Так, суть проблемы мы достали, да? Следующий вопрос. Что стоит вам препятствием? Что стоит препятствием? Хаос. Следующий вопрос. Что вам помогает улучшить финансы? Винегар, это типа как на уксус похоже. Я сейчас вспомню. И последнее. Улучшится ли в скором времени ваше финансовое положение? Последняя карта. Дым, да? Дым получается. Хорошо, давайте рассуждать здесь. И начну я, естественно, с красной и белой розы. Здесь мы, получается, видим сочетание двух цветов, которые не смешались, а которые как раз-таки просто совмещены друг с другом, да, но у них нет вот полного смешения. Ну, например, было бы в розовый. А есть два отдельно живущих цвета. И, конечно, эта карта, она показывает, что ваша финансовая проблема, которая создана сейчас в жизни, она просто толкает вас к духовному развитию. То есть на самом деле высшие силы вот этой финансовой проблемой от вас ждут почему-то, что вы начнете духовно развиваться, анализировать свою жизнь, задумываться о чем-то высоком, задумываться о каких-то своих глобальных ошибках, которые вы должны усвоить и никогда больше не совершать, задуматься о людях, о их душе, их чувствах. То есть, когда мы живем, мы каждый день следим за тем, чтобы не растоптать, так скажем, душу другого человека, как если бы мы шли в больших резиновых сапогах и случайно раздавили бы хрупкую бабочку. Вот в этом суть здесь этой карты, да, что ваша проблема в финансах, она заключается именно в поиске духовности. И пока вы чего-то, мол, не осознаете, не поймете, по сути, высшие силы просто не хотят вам давать большое количество денег, и создают финансовые проблемы. То есть просто потому, что вам нужно развить в себе вот эту вот духовность, духовные качества. Часто мы бываем не сдержаны, часто мы бываем к людям, ну, знаете, так, критичны. Или бывает так, что мы людей не хотим понимать, не хотим слышать, к кому-то мы неотзывчивы, и, соответственно, в итоге это не то, что грех или наказание, это просто ждут. Ждут высшие силы, когда вам дать деньги, да, когда вам дать финансовое процветание, когда вы осознаете, да, что каждый человек – это отдельная душа, и с каждым нужно обращаться, ну, по сути, как с королем. То есть, если вы каждого человека будете выделять как отдельную единицу и обращаться с ними хорошо, то все будет и у вас хорошо. Вообще, знаете, очень хороший пример всегда у людей, которые работают с массами. Ну, вот, например, ставите вы в кафешку, да, или сами встаете в виде бариста. И бариста этот делает кофе. Он встал сегодня как кофемастер, да, и первому человеку, второму, третьему, пятому, десятому приготовил кофе, и всем старается приготовить его одинаково хорошо. Проходит день, проходит два, проходит неделя, и все люди у него смешиваются в одну единую большую массу. И бариста начинает задумываться над тем, что ему хочется побыстрее уйти с работы, или отдохнуть, или сходить на перекур. И тогда он делает кофе как? Да лишь бы его побыстрее сделать. Стоит у него очередь, и уже плевать на каждого отдельного человека, да, а скорее сделаю, и скорее вот лишь бы только отвязаться от них. И, понимаете, начинается теряться качество, да.
Такому бариста не хочется давать чаевые, такому бариста не хочется в итоге платить зарплату, люди недовольны, они не хотят ходить в это кафе, очередь уже не создается, потому что некому в ней стоять, и про человека потихоньку забывают, он становится грубым, он становится агрессивным, потому что он видит, что ему не дают столько же чаевых, сколько там в соседней кофейне, и вот это все круговая порука, но он не заметил одной важной детали. Он слишком торопился, когда делал людям кофе. А ведь нужно было на каждого обратить внимание, потому что это каждому чашечка своя. И каждый эту чашечку пьет и заплатил за нее, да. И когда вот он пьет эту чашечку, каждый этот человек, он согревается об нее, он вкушает аромат кофе, вкус кофе, ему приятно от этого стает. И так с любым персоналом, понимаете, с абсолютно любым. Идет как горничная по гостинице, одному красиво заправила, другому красиво заправила. Проходит день, проходит два, проходит неделя, и потом она уже заправляет как? Да лишь бы заправить как-нибудь, да? Волосы не волосы, пятна чьи-то не пятна, да плевать, понимаете? Вот у вас деньги завязаны почему-то именно на это. Я не говорю, что вы так делаете. Я говорю, что вы должны вот как будто бы понять каждого. И когда вы поймете каждого, у вас идет уровень высокий духовного развития, и деньги, конечно, будут идти к вам просто рекой, там, я не знаю. То есть в этом вся суть здесь. Хорошо, давайте теперь посмотрим на ваши самые главные препятствия. То есть у каждого человека, когда вот он хочет там заработать, да, чтобы у него были деньги, чтобы решились финансовые вопросы, есть, конечно же, то, что ему помогает, а есть то, что ему мешает. Вот что вам мешает? И у вас выпала карта очень интересная. Выпала карта хаоса. Вот скажите, пожалуйста, не было ли у вас в последнее время в жизни вокруг полного хаоса? Потому что если у человека внутри хаос, у него создается в окружающей действительности тоже хаос. Ну, настоящий бардак, например. В квартире бардак, вот он и в душе бардак, и внутри бардак, и в финансах бардак, и везде, понимаете? Что такое хаос? Это какая-то дезориентация. Все крутится вокруг вас, все вертится, вы не можете просто взять и вот в этой всей обстановке там турбулентности, как сказать, сориентироваться и взять себя в руки. Соответственно, вы как будто бы запутались, так выходит. Это ваше главное препятствие, да? Силы, которые вокруг вас закрутились, они могущественными вам кажутся, они всеохватывающие. Ну, буквально представьте, что вы все в квартире разбросали, засрали, все стены в грязи, вокруг валяются окурки, басики, там, не знаю, прокладки, фантики от шоколадок, кока-кола, бутылки, мусор, там, вещи ваши все в перемешку, да? Что такое хаос? И, конечно, ты боишься этого всего, то, что ты сделал. Ты делал это ведь постепенно, вроде как, да, там в углу сгнила картошка фри, да, там трусы висят на люстре. Ты это все постепенно сделал, но как же теперь это разгрести? То есть кажется, что хаос очень могущественный, правда? И в этом природа хаоса, довести вас до отчаяния. Соответственно, вы можете столкнуться по этой карте с кучей бумаг на работе, которые нужно разгребать после предыдущего сотрудника или после себя. Там какие-то завалы, недоделанные работы, еще чего-то. Соответственно, какие уж тут деньги, какая уж тут денежная энергия к вам потечет, если вы в состоянии находитесь хаоса там внутри или снаружи, да? На самом деле хаос, он великий обманщик, он всегда сбивает нас с толку. Вы дезориентированы именно потому, что испугались хаоса. Именно потому, что он вас взял и засосал. Ясность может появляться среди хаоса только если вы дышите и не сопротивляетесь. То есть вам нужно просто сначала остановиться и успокоиться, и оглядеться вокруг себя. Понимаете, на самом деле это все решаемо. Абсолютно все, если это делать. А вы боитесь это делать, вы боитесь даже начать. Потому что вас настолько пугает этот хаос, что вы боитесь начать его разгребать. Буквально я знаю точно, о чем я говорю, потому что невозможно сказать человеку
того, что он не испытывал. То есть я никогда не могу сказать вам, и вы мне не можете сказать, и никто никому то, чего он не испытывал. Понимаете? И поэтому я вам так скажу, что из хаоса можно выйти. Можно выйти, просто нужно сначала остановиться, да. И вот что работает на вас? Что работает на вас, и почему-то вышел уксус. Что такое уксус? Ну, уксус – это очень едкое вещество, как вы знаете. И о нем у вас, я думаю, есть сразу же память. То есть, когда вы ощущаете уксус, там, на коже, на языке особенно, вы сразу же понимаете, вот, допустим, вспоминаете, да, о нем, когда я говорю уксус, вы сразу же знаете, что такое уксус. Это нечто очень жгучее и разъедающее, да. И если вам предложить сейчас, ну, выпить его, да, там несколько капелек, уж, естественно, не стакан, там, не ложку, а просто капельку, да, вы сразу же вспомните все, что связано с уксусом, запахом уксуса, ну, так скажем, с его ощущением в вас. И, соответственно, уксус – это то, чем очень легко злоупотребить, но в то же время это то, что очень сильно требует внимания. То есть, получается, он берет верх, он подавляет, он появляется после того, как проходит очень долгий путь. И у него очень сложная энергия. Поэтому что нужно сделать? Что нужно сделать? Нужно быть таким же подавляющим, как уксус. И таким же запоминающимся. Когда мы становимся таким запоминающимся и подавляющим? Когда нам нужно это, в каких-то условиях. Вы не можете применить это к людям, но вы можете применить это к кому? Или к чему? К хаосу, который мы рассматривали только что, к тому, что препятствует, по сути, вашим финансам. Соответственно, когда мы видим этот уксус, мы знаем, что вы должны применить его подавляющие свойства, чтобы растворить хаос. Да, уксус разъедает абсолютно все, в том числе хаос. Что такое капля уксуса? Она имеет очень сильный вес. Даже одна маленькая капля может натворить ого-го чего. И, соответственно, капля вашей энергии может тоже натворить ого-го чего. Поэтому, если у вас дома бардак, если у вас в офисе невероятный срач, если вы все разбросали, у вас куча документов, в документах тоже бардак, вам нужно сделать просто каплю уксуса, первый шаг к тому, чтобы разобрать все это. И тогда, конечно же, у вас наступит порядок, потому что вы начали, и вы должны доделать. Как уксус прожигает до основания, так вы должны доделать до основания. То есть хаос должен быть устранен до капельки. Его должен разъесть ваш собственный уксус, да, ваша собственная вот такая природа подавления хаоса. До капельки все уберите. У вас должна быть идеальная чистота, порядок, как на рабочем месте, так и в жизни, и в квартире, в доме, в огороде, там, я не знаю, во всем, короче, даже в вашем теле и вашем питании. Я сегодня услышала или увидела в Инстаграм у одной девушки пост. Там была очень смешная фраза: пищевая проституция. Это когда ты, вообще ничто не приколочено ешь. У меня такое бывает очень часто. Если я сорвалась, я буду запихивать абсолютно все. Конечно, я вегетарианка, мясо не буду запихивать, даже если вы на меня автомат наставите. А в остальном абсолютно все. И, соответственно, вот такое все, что все там, да. Тут я могу съесть огурец, тут же заесть его шоколадной пастой, тут же там съесть мороженое, потом макароны. Понимаете, вот все. И я это называю действительно, она правильно подобрала эту фразу, да, и это тоже хаос, понимаете? То есть вам нужно устранить весь хаос, который у вас есть в жизни, чтобы добиться финансового успеха. И не бойтесь его, не бойтесь с ним бороться, он вас засосал, просто засосал. Так, хорошо, у нас есть вопрос, да, самый главный: а улучшится ли в скором времени ваше финансовое положение? И мы здесь видим дым. Вот посмотрите, какая карта интересная. Интересно, а вот сами вы без
ну, того, чтобы знать значение этой карты. Как ответили бы на вопрос, если бы ее увидели? Вот чисто есть в психологии такой термин психологические, так как они называются, МАК, да? Психологические карты, да, ассоциативные карты, да, метафорические ассоциативные карты. И вот если бы вы просто провели метафору, как бы вы ответили на этот вопрос? Улучшится ли ваше финансовое положение в скором времени или нет? Просто мне интересно, что бы вы ответили, как у вас ассоциируется дым с улучшением или ухудшением или зависанием вашего финансового положения. Вот. Очень мне это нужно знать. Итак, давайте теперь рассуждать. Что такое дым? Дым – это, по сути, некоторое предупреждение. В нем можно скрыть что угодно, он соблазнительный, он клубится, он извивается, он дразнит, и в то же время он является предупреждением о том, что что-то, горит, да. Ну и также в дыму мы можем там, да, спрятаться, он такой интересный, кто-то курит, кто вообще прелесть, прям обожает дым, да, пускать. И вот у кого какие на самом деле ассоциации. Однако, сам по себе дым, вот когда он присутствует, он пробуждает любые ваши чувства. Хорошие, плохие, но в любом случае пробуждает. И также он чаще всего просто берет и соблазняет. Однако предупреждение о том, что где-то горит огонь, нельзя игнорировать, да? Поэтому вам нужно оглядеться, вам нужно стать бдительным. Вам не соблазняться нужно, да, а проявить бдительность. Соответственно, конечно, карта показывает, что если вы на те сигналы, которые я обратила ваше внимание, среагируете, то ваше финансовое положение улучшится. То есть вы найдете источник огня и источник дыма, соответственно, да, в вашем помещении. Если, ну, в вашей жизни, так скажем, метафорически, да, если же вы реагировать не станете, о каком тогда улучшении финансового положения в условиях хаоса, да, может идти вообще речь. Ну, вот такой ответ на первый вопрос у нас с вами дали карты. А мы идем дальше, к вопросу номер 2. Итак, вопрос номер 2 у нас с вами какой? Девятка жезлов, да? Девятка жезлов. Вспомним, как звучит этот вопрос. Сейчас я даже ведь его запомнила, даже как бы намек себе оставила. Слушайте. Насколько сильны ваши враги и как дать им отпор? Итак, давайте тасовать нашу колоду. Насколько сильны ваши враги и как дать им отпор? Так, я вот эту уберу карту подальше, чтобы она мне не мешала. Насколько сильны ваши враги и как дать им отпор? Итак, давайте первой картой измерим силу ваших врагов. Измеряем силу ваших врагов. У нас тут коагуляция. Дальше, значит, следующей картой мы с вами посмотрим, много ли у вас врагов. Тут у нас вообще полная пустота. То есть пустота, она означает, что у вас какой-то есть один враг, да, но он скрытный. Но я это расшифрую позже. Дальше, значит, следующая карта. Как дать отпор вашим врагам? Быстрое серебро. Хорошо, давайте теперь это все анализировать. Начну я с силы вашего врага, да. Это коагуляция. И, конечно, коагуляция сама по себе это, ну, такая алхимическая операция, да, что, по сути, то, что было текучим, превращается в твердое образование. И на первый взгляд какие-то бессмысленные ингредиенты начинают слипаться в фиксированную прочную единицу. Получается, например, бетон. Поэтому, конечно, сначала вы своему врагу как будто бы не придали никакого значения. Вот от слова совсем. Или не придаете на сегодняшний день. То есть вы вашему врагу не дали должную оценку.
И, соответственно, враг-то все больше твердеет, да, все больше бетонируется. Он на самом деле все сильнее и сильнее, а вы об этом даже, скорее всего, не догадываетесь, потому что вы его и не оценили. Получается, что этот враг как будто боится или не может с вами разъединиться. То есть, чем дальше его засасывает вражда, тем сильнее он к вам прилипает, а вы к нему. И, соответственно, конечно, это кармическая связь, иначе быть просто не может. То есть здесь видна кармическая связь именно по этой карте. Она показывает, что начиналось все с маленького чего-то, с ерунды, понимаете? То есть ваш враг, он сначала был действительно маленьким врагом, а потом он становился все больше, 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 и поэтому выпала карта пустоты. То есть вы это должны понимать, что пустота, она имеет, ну, как тьма, да, она получается как тьма, как судьба, да, она имеет такое значение, что она всеобъемлющая. Все состоит, по сути, из пустоты, и пустота, она состоит из всего. И если мы метафизику, да, рассматривать будем, а так это вот эфир, да, это, ну, именно и знак-то судьбы. То есть ваш враг один какой-то, это судьба. И есть мистическая какая-то загадка в вашей связи с этим врагом. И получается, что это изумляет и самого врага. Он как будто бы смиряется перед тем, что является вашим врагом и недоброжелателем. Как будто бы вы черное и белое, добро и зло, две стороны одной медали, да? Вот как будто бы какие-то вы противоположности. И поэтому такой человек, он был дан вам изначально. И так не бывает, чтобы появился такой человек вот прям с пустого места, да, как карта пустоты, значит, с пустого места. Нет. Этот человек именно дан судьбой для того, чтобы ваши души научились чему-то. Соответственно, вам нужно справиться с этим врагом. Тем более, что вы его все это время недооценивали, и вы даже не понимаете его значение. То есть это значение, оно гораздо глубже, чем вы даже могли этого представить. Соответственно, когда мы думаем о вашем враге, да, мы понимаем, что, может быть, в будущем вы оба, ну, не знаю, даже сядете за стол переговоров или поймете, ну, суть связи до такой глубокой степени, что поблагодарите друг друга за эту вражду. И сейчас вы как будто бы либо не совсем можете догадываться, о ком 100% конкретно идет речь, либо если вы догадываетесь, вы не можете понять, как с этим человеком, когда бы то ни было, можно там, ну, взять и улучшить отношения. То есть для вас это было бы слишком странно. Хорошо, мы здесь видим быстрое серебро. Как справиться с этим человеком, как справиться с этой враждой. И частично это жидкость, а частично металл. Как бы материал этот гипнотизирующий, можно сказать. То есть его дар скользить между мирами. И его нельзя зафиксировать или легко определить. По сути, символ вот этого быстрого серебра — Меркурий. Получается, есть некоторые секреты алхимии, да, но они всегда ускользают в тайну. И вот они становятся вне досягаемости алхимика. И тут то же самое. То есть тут переход между физическим и неизвестными мирами, между жизнью и смертью, между наукой и эзотерикой. Получается, какие-нибудь шаманские практики могут научиться стоять между мирами, и тогда они могут осознать вот это, да. Получается, что само по себе вот способ, да, как победить вашего врага, как его преодолеть, он постоянно от вас ускользает. Он как будто бы какой-то неуловимый, этот способ. И мне кажется, что вам нужно искать суть вашей связи, то есть вообще сам корень этой связи вот в этой карме, да, карме душ, которые встречались не одну жизнь. И получается, что как только вы поймете значение вашего врага, тогда сразу же и
аннулируется карма, да, вы будете уважать этого человека вместо того, чтобы там презирать его за вражду. Аннулируется карма после того, как вы поймете суть этой взаимосвязи. То есть вот именно вам нужно проработать эту взаимосвязь, принять ее, что ли, принять эту вражду, да, принять, что да, человек действительно каким-то образом является для вас противоположностью. Принять его вот таким, какой есть. Вот, допустим, вы считаете, что вы белый и пушистый, тогда он черный и маслянистый, да? То есть вам вот это вот прямо надо, что ты моя противоположность, у тебя есть дар противоположности. Ты не хороший, не плохой, я не хороший, не плохой. У нас просто есть дар противоположности, и все. И ну, там, ненавидишь ты меня, как бы, ну, слава богу, что ты есть. То есть радоваться надо тому, что этот человек вот присутствует в вашей жизни, стимулирует вас, развивает. Вы начнете принимать его, и он растворится. То есть в этом вся суть здесь. Ну, вот такая у нас позиция номер 2. Позиция такая. А мы идем к 3-й позиции, наш любовный вопрос. Признается ли вам в скором времени человек, который испытывает к вам чувства? И вообще, как будут развиваться между вами отношения? То есть паж кубков, он о признаниях, да? Он о свиданиях, он о том, что отношения куда-то идут вперед, и, соответственно, есть нежность какая-то, есть чувства, есть взаимные чувства. Поэтому вас беспокоит, скорее всего, любовный какой-то вопрос. Вы его сами выбрали, да, этот любовный вопрос. И мы сейчас его будем рассматривать. То есть может ли вообще человек сказать об этих чувствах, ну, как бы выразить их правильно, да? Какие чувства человек испытывает? Какие чувства человек испытывает? Сможет ли он в скором времени выразить эти чувства правильно? Как будут развиваться ваши отношения? Какая судьба у этих отношений? То есть мы вот такой вот вопрос будем... Вот так вот этот вопрос раскидали на подвопросы, так скажем, подразделы, да? Хорошо, давайте с вами анализировать. И начну я с самой первой карты. Это у нас карта Меди, карта Венеры. А Венера — это у нас, конечно же, символ плодородия и символ, как вы знаете, любви. Поэтому здесь вот какой-то человек, который выпал сразу же изначально пажом кубков, у вас был вопрос любовный, и признается ли человек в чувствах, как будут развиваться отношения. И мы спросили, какие чувства, да, и выпала эта карта знаковая для вас, потому что этот человек искренне от всего сердца вас любит, то есть у него к вам прям такая божественная чистая любовь. Но также не только просто любовь, а еще и страсть, и удовольствие от общения с вами, и сильное восхищение. Человек воспринимает эти чувства как настоящую магию. Он считает это загадочные отношения. Он постоянно испытывает восхищение и чувство благоговения перед вами. Он мечтает о вас, и, соответственно, у него есть о вас эротические фантазии на сегодняшний день. Для него очень важно, чтобы в этих сердечных отношениях были чувственные удовольствия, и, соответственно, этот человек с большим любопытством постоянно следит за вами. То есть вот до такой степени выпала интересная карта на чувства этого человека. Хорошо, давайте теперь посмотрим, признается ли человек в скором времени вам в чувствах или будет говорить о своей любви. И мы здесь уже видим даже, вот видите, как роза такая, и написано «сердце земли». То есть это уже о многом говорит, как вы, надеюсь, поняли, да? Что, конечно же, этот человек в скором времени признается в чувствах. Это и так понятно. То есть они у него, эти чувства, они в самом сердце у этого человека. И человек, ну, физически просто не может не признаться вам в этих чувствах. Поэтому это случится и скорее всего, чем вы думаете. Но также я вам скажу, что, конечно, у Земли очень глубокие недра. И, соответственно, когда человек
хочет вам признаться, да, вот у него настолько глубокие чувства, они для него феноменальные, что ему как бы хочется их достать из самой глубины. Это может, конечно, затягиваться, но мне кажется, что здесь просто, знаете, как из самого сердца будут идти слова. Вот так, скорее всего, имеется в виду, то есть, когда об этой карте идет речь, что слова будут идти из самого сердца. То есть не обязательно, что будет какая-то задержка. Этот человек очень хочет вашего внимания. Этот человек понимает, что у него внутри что-то расцветает такое невероятное по отношению к вам. И, возможно, это взаимно. И, соответственно, ему нужна истина, ему нужно ваше сердце, да. То есть не только свое сердце, а еще и ваше сердце, чтобы отношения развивались. Я вообще вижу здесь, конечно, очень большие чувства, большую любовь, большие отношения, потому что, ну, когда у человека такая искренняя любовь, вот идущая прямо из глубины души, из самого сердца, из самого центра этого человека, это уже, конечно, прекрасно, тем более, что когда я спрашиваю о том, как будут развиваться ваши отношения, у нас выпала планета Юпитер, ну или просто как бы символ Бог Юпитер, да, то есть мы все это учитываем здесь, и эта карта показывает большую удачу, естественно. Вы же понимаете, что Юпитер просто сверкает, мерцает, да, своими разными возможностями. Это рост, это расширение, это успехи, возвышение. Соответственно, отношения могут иметь большое будущее, они будут ярко, ослепительно развиваться, и человек хочет быть с вами, а вы, скорее всего, можете хотеть в будущем быть с этим человеком. Тут идет очень сильный магнетизм, тут идут большие чувства и как будто бы заигрывание. Поэтому как будут развиваться отношения? Да? Тут будет заигрывание, свидания какие-то, разные благожелательные послания сердечные, подарки, может быть, какие-то сентиментальные, сообщения на ночь. То есть все это может быть у вас в скором времени с человеком. Да, с этим. То есть вот тут вот прям идет такая очень возвышенная любовь, очень романтичная. И дай бог каждому такую любовь испытывать. Я сама очень хотела бы хоть раз испытать такую любовь, о которой пишут в книгах или в романах, там, да, или в песнях поется. Ну, вот здесь вот я считаю, что, конечно, благословенные какие-то отношения и очень-очень яркие, да. И вот какая судьба этих отношений, и тут мы видим голубой храм, то есть Blue Temple, да, голубой храм. Карта показывает расширение. То есть на самом деле тут работает воображение очень сильно. Люди как будто бы много друг о друге будут воображать, представлять. Вот. И понимать, что для отношений есть много возможностей новых. То есть открывается даже какой-то третий глаз, я бы даже сказала так, именно из-за того, что отношения появляются в жизни. И благодаря этим отношениям можно очень много чего хорошего сделать, да, в своей жизни, развиваться можно благодаря этим отношениям. Поэтому, конечно, я считаю, что судьба этих отношений самая благоприятная, судя по этой карте. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Позиции номер 4. Наш четвертый вопросик. Пятерка кубков, как вы помните. Но пятерка кубков — это у нас боль, разочарование, да, то есть вы как будто бы вот задаете такой вопрос, что когда в вашей жизни наконец-то наступит благодатный период, пройдут беды, разочарования, и, конечно же, мы тоже будем сейчас выкладывать наши карты. Итак, когда в вашей жизни наступит более такой благоприятный период, пройдут беды и разочарования. Итак, первая карта, в чем корень проблем, то есть откуда взялись все ваши беды и разочарования, то есть какой у них источник. Давайте посмотрим. Источник этих бед и разочарований. Тут у нас выпал Меркурий. Дальше, значит, как вам преодолеть беды и разочарования, то есть как вам с этим справляться, как вам с этим жить. Давайте посмотрим совет, да, так скажем, золотая роза.
когда в вашей жизни наступит более благодатный период, то есть когда пройдут все эти беды и разочарования. Мы с вами смотрим, и выпадает конъюнкция, да? Конъюнкция. Хорошо, давайте теперь с вами рассуждать. И начну я с Меркурия. То есть Меркурий нам ответит на вопрос, а какой корень вот ваших всех бед, проблем, несчастий, там, я не знаю. И, соответственно, бог Меркурий это бог коммуникаций, да, в том числе торговли и также разных там разговоров, да, общения. Соответственно, также это могут быть разные контракты. Поэтому, скорее всего, когда-то очень-очень давно вы не обратили внимания на какие-то свои слова, да, а слово «не воробей», «вылететь не поймаешь», которые были произнесены вами в сердцах. Соответственно, вы не придали никакого значения этим словам абсолютно, но заключили контракт с либо темными силами, либо просто дали обет, и, соответственно, вы совершенно не отдавали себе отчет в том, что вы говорите и делаете. Таким образом, люди могут кидать на ветер слова с обещаниями Богу, что бы то ни было сделать, потом они этого не делают. Также в сердцах человек может проклинать другого человека, чем наносит ему ужасный негатив, потом за него сам и расплачивается. И также человек может про себя в сердцах сказать что-то и проклясть себя. Как это происходит? Я думаю, что вы уже, наверное, догадываетесь. Где-нибудь у церкви, на кладбище, в каком-нибудь месте силы, в лесу или еще что где-то, да даже просто у себя дома, если у вас сильная энергетика, вы могли сказать про себя нечто плохое, там типа «зачем я родился?». Причем у вас внутри была волна негодования, ненависти, боли и злости. «Зачем я родился?» Или могли проклясть своих родителей, «зачем они меня родили?» И вот там плохие люди, да, проклясть свое само существование, что зачем вы живете, почему в жизни вы такой человек, а не какой-то другой, на что совершенно нельзя обижаться, да, и потому что мы все разные, и у всех есть проблемы. И вы могли проклинать Бога в своих каких-то бедах. То есть все, что угодно. Вы могли сказать: я никогда не буду больше пить, спаси меня, Боже, помоги, а потом опять начали пить. И это может быть вообще там никогда не буду есть. Я сама такое, кстати, говорила. Но потом, конечно же, мы все едим, потому что нельзя не есть, да. Там, и вот понимаете, это может быть любая ваша фраза, брошенная в сердцах на ветер, но та, которая возымела действие. Поэтому корень ваших проблем лежит, скорее всего, в каких-то обетах, клятвах, словах. Вот, поэтому выпал именно Меркурий, а не что-то иное, да? Хорошо, как вам с этим справляться сейчас вообще, как с этим жить, вот что скажут высшие силы? И вышла у нас золотая роза. Я думаю, что вы понимаете, что такое золотая роза, то есть даже уже интуитивно. Вы понимаете, что это, в принципе, неплохой такой знак. И, соответственно, этот знак, который вам выпал, пытается вас как-то приободрить, да? То есть вам нужно понять, что в этом мире есть высшие силы, есть Бог. Бог у нас всеобъемлющий, всепрощающий. И, соответственно, у вас, да, сидит какая-то негативная программа. Но с этим, в принципе, как вы знаете, исправляться можно, да, как-то. То есть, если есть программа, то есть и что-то, что устраняет эту программу. Так вот каждый программист вам скажет, да. Получается, что наша золотая роза – это как секрет какой-то, это как драгоценность, алтарь, может быть. И получается, она имеет символ драгоценности, символ того, что для нас является Бог. Соответственно, я думаю, что если вы обратитесь к Вселенной, к Богу, да, то есть у нее лепестки — это 7 планет, это наша Вселенная, там наша галактика, я не знаю, наша Солнечная система, которая является для нас домом. И это символ
окружающего пространства, в котором вы живете. Вы можете у Бога, у окружающего пространства попросить помощи удалить эту программу, за которую у вас зацепилось все то несчастье, которое вас преследует. Соответственно, это нужно сделать тайно, секретно и постараться, чтобы никто об этом не знал. То есть провести для себя некий, ну, так скажем, ну, ритуал, да, ритуал. Представьте, может быть, даже золотую розу, раз она именно вам выпала, да, как символ, может быть, того, что вы делаете. Можно даже, не знаю, там, купить золотую розу или желтую розу, как символ того, что вы убрали у себя, разблокировали эту программу, эти слова, которые брошены на ветер, разблокировали и устранили, то есть за которые все цеплялось. Вам нужно буквально поразмышлять, провести мистическую работу над собой, да, и понять, что не нужно выяснять эти слова. И для вас прям это все будет, знаете, вот как такое откровение, такое небесное откровение, что вы, как бы, получается, провели с собой невероятную работу, и зафиксируйте это чем-то. Вот это будет важно для вас, чтобы вы отказались, ну не то, что уж отказались, да, там я отказываюсь от своих слов. Нет, просто убрали те слова, что они даже у вас в прошлом были, потому что Бог, Вселенная, они вне времени и пространства. И, соответственно, когда вы обращаетесь к Богу, да, Он может устранить что-то из прошлого для вас, потому что Он находится вне времени, Дух находится вне времени. Вы просто должны представить, что убираете последствия ваших брошенных слов. То есть не нужно выяснять, что это за слова, не надо выяснять. Вы просто должны получить откровение, да, о том, что, как это работает. Не важно, что это, что вы убираете, важно то, что вы это просто убрали. Вообще, когда человек что-то визуализирует, работает с собой, вы даже не представляете, как это на самом деле очень сильно, мощно работает. Просто позвольте себе, чтобы это работало. Просто вам нужно это внутри себя вот познать, да, что на самом деле, если вы сядете в медитацию и просто представите все это, как отцепляется от вас там, да, вот просто возьмите и представьте там, что это черный комок этих слов, да, отцепляется от вас, растворяется на благо всего сущего во Вселенной, что есть символ золотая роза того, что эти слова отменены. И вы увидите результаты потрясающие уже через 2 недели вашей жизни, через месяц еще будет лучше. Я вам еще рекомендую мантру повторять, Гаятри мантру по 108 раз в день или любую другую мантру. Вот есть мантра Махамритюджая мантра, это мантра бессмертия. Есть многие другие, то есть какая бы вам ни понравилась, да, какая нравится, такую повторяйте. Можно 108 раз в день, это самый лучший вариант, 108 раз в день и не меньше. Повторять мантру, и вы увидите результат. Следующая карта у нас конъюнкшн, да, конъюнкция. Что это такое? Это союз, это божественный союз. То есть вам нужно с Богом заключить союз, да, с высшим я, с вашим, со Вселенной. То есть это операция любви. И, соответственно, как скоро у вас наступит благодатный период жизни, конечно, эта карта бесконечности показывает, что это может получиться ровно тогда, когда вы понаблюдаете внутри себя чудесную работу слияния 2 противоположностей духа и физики. То есть вы поймете, что Бог на самом деле с вами в бесконечном божественном союзе. Как только вы это чуть-чуть почувствуете, сразу же пойдет улучшение. То есть улучшение может пойти прямо сейчас, если вы это сейчас уже чувствуете. Соответственно, вам просто нужно найти компромисс между вами и высшими силами. Богом не обижаться на них, не проклинать там, да, а именно подружиться. Понять, что Бог всегда на вашей стороне, если вы на своей стороне. И Бог не может быть на вашей стороне, если вы против себя. Вот просто это уясните, и у вас все получится, и прямо сегодня, сейчас у вас начнется период улучшения в жизни. Ну вот такая у нас 4-я, получается, позиция, 4-й вопрос. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.